В финальной саге One Piece у Луфи появится меч Теория. В моем прошлом видео с предположением будущих хапов Monster Trio многие в комментариях негодовали по поводу предположения о том, что Луфи получит меч в будущем. И я очень удивился, когда увидел подобные комментарии. Чтобы не растягивать хронометраж этого видео, я не стал подробно рассказывать про все причины и предпосылки к этому, так как искренне думал, что это очень популярная версия и многие и так уже знают все ее детали. Ну и я не имею желания уже давно популярную информацию пережевывать после кого-то в 100-й раз. Но как оказалось, это совершенно не так, и похоже очень маленький процент читателей One Piece даже слышали про это предположение. Раз так, я решил взять на себя такую ответственность и поведать всем, по каким же именно причинам вероятность того, что Луфи в ближайших арках получит меч, очень высока. Поэтому в этом видео постараюсь доносить информацию более подробно. В мире One Piece есть так называемые дьявольские плоды, которые ужасны на вкус, но дают мистические способности, зависящие от конкретного плода и его типа. Итак, теперь про, по моему мнению, основной аргумент в пользу предположения о том, что Луфи получит меч. Какой же именно дьявольский плод съел Монки Ди Луфи, главный герой тайтла? Он съел дьявольский фрукт типа мифический Зуан, модель бог солнца Ника. Вот официальный силуэт настоящего мифического персонажа Ники, который показали в 1018 главе. Вот официальный силуэт Луфи, обладателя способности фрукта Ники в своей пробужденной форме. Этот силуэт показали в 1044 главе. Все очень просто, найдите два основных отличия в этих картинках. Луфи не хватает меча и копья. Тут пока я думаю уж точно никто спорить не будет, ибо я все наглядно демонстрирую. Поза Луфи на силуэте один в один, как поза Ники на его силуэте. Так почему же вы отвергаете мысль о том, что весь образ Ники будет перенесен на Луфи вместе с копьем и с мечом позже в истории? Мне это совсем непонятно, почему с таким рвением и агрессией можно отвергать подобную версию, когда Ода буквально намекает нам силуэтом Ники на то, что у Луфи будет меч, как намекал когда-то на 5-й гир. Когда Ода в СБС отвечал фанату на вопрос о том, появится ли вообще 5-й гир, Ода написал: 5G скоро будет везде, и мы же сейчас говорим не про интернет. Далее, теперь конкретнее про Луфи. В арке Вано в 912 главе Луфи, когда собирался уходить из дома Хитэцу и Атамы, схватил со стены меч Нидай Китэцу. Луфи сам проявил интерес к мечу, без разрешения хозяина меча схватил его и убежал. Но, как мы видели, Луфи даже не понимает сам концепт сражения на катанах, и он с мечом в руке все равно бьет врагов исключительно по лицу кулаком, потому что по-другому не умеет. И вот-вот будет сюжетная арка на острове гигантов викингов Эльбафе. Многие викинги в реальности использовали в регулярных битвах мечи и копья. На силуэте Ники видно, что изображен как раз таки не японский меч, а больше схожий на скандинавский. Да и искусство ведения боя катаной намного более тонкое и сложное, чем сражение на викингских мечах. Ибо в Японии катаны делались не из самого хорошего металла, поэтому если ударить неправильно даже один раз, катана может треснуть или вовсе сломаться на две половины. Поэтому маловероятно, что Луфи получит катану, потому что, зная его, он ее одним ударом и сломает. Обалдеть, гроза началась, ребята. И навряд ли кто-то возьмется учить Луфи такому искусству, да тем более Ивану уже почти кончилось, на это времени не осталось. А вот хаотичный стиль боя викингов Луфи очень даже подходит, можно без задней мысли бить как хочешь, сколько хочешь, и меч с намного меньшей вероятностью повредится. А арка Эльбафа еще даже не началась, и на это условно есть бесконечное количество времени. Понятно, что навряд ли Луфи будет учиться драться мечом дольше 20 глав, скорее всего меньше, возможно намного меньше. Возможно ему просто скажут, что нужно бить мечом, а не кулаком, и он сразу догадается, что нужно делать. Ведь для Луфи будет отличным примером для подражания в бою на мечах сами викинги, которые обожают сражаться и которых в остальном мире зовут величайшими воинами. Да и вообще, если так подумать, поведение Луфи очень похоже на поведение типичного викинга. Он обожает драться и обожает устраивать большие пиры, точно так же как викинги, им большего и не нужно. Даже после смерти в Вальгалле викингам нужны только пиры и битвы. У кого-то могла промелькнуть мысль о том, что пираты вообще-то такие же. Но нет, в основном пиратам нужны сокровища, на которых интерес Луфи никогда не фокусировался. И еще достойно упоминания в этом видео секретное подразделение морского дозора, которое называется SWORD. В переводе с английского языка на русский SWORD — это меч. Капитан подразделения меча — это X-Drake, которого в арке Вано рассекретили пираты Кайдо, на чьей стороне он находился длительное время
и чтобы спасти свою жизнь, он решил стать союзником Альянса пиратов и самураев. А главным человеком в Альянсе бесспорно является Луфи. Он больше всех сделал для Альянса. Без него этого Альянса и вовсе бы не было. И если обобщить только что сказанное, получается, что меч переметнулся к Луфи. Может, это совпадение, а может и очередной намек Оды на то, что в ближайших арках обладатель способности мифического фрукта Ники получит свой меч для сражений. Также существует второй способ, которым Луфи может получить меч, и его может подарить ему клан Козуки. Изначально я слышал только эту версию про викингов, исключительно мои мысли, но этот вариант сейчас уже очень маловероятен по той причине, что сейчас буквально на крыльце цветочной столицы стоит адмирал Ромаки, также Сайфер Пол готовится выкрасть Ника Робину Магивар. Времени на грандиозные вручения подарков спасителям государства Вана нет. Ну и еще самые крутые мечи Вана у Зора и у Мамоноски лучше не найти, а дарить что-то на порядок хуже такие благородные люди за свое спасение явно не станут. Ну, может, конечно, из закромов Сёгунского замка достанут какой-нибудь секретный легендарный проклятый меч, который даже Один и Рюма не смогли приручить. Но это чересчур сомнительно, да и опять же, я рассказал, почему Луфи не станет учиться фехтованию катаной. Он же буквально варвар, это не для него, и катаны, и учеба. Но зачем изначально Ника был изображен с мечом? Возможно, потому что у кое-кого кончились идеи, и он уже выжил все, что мог из увеличенных ударов, хотя и не хотел допускать подобного. Поэтому во благо разнообразия боев, которым всегда славился One Piece, придется дать главному герою меч. Ибо финальный и, видимо, сильнейший на данный момент удар, которым Луфи победил Кайдо, уже смотрелся совсем не к месту. А дальше финальная сага, финальные злодеи, самое интересное. Наверняка эта сага перерабатывалась и переделывалась не один раз, и там должно быть все на высочайшем уровне. И будет странно, если Луфи всех будет побеждать одинаково, каждый раз делая свой кулак насколько-то больше. Тем более Кайдо-то сам решил принять этот удар в лицо, так как был уверен, что Луфи не сможет ударить его не прикасаясь, из-за чего лишится руки. Финальные злодеи могут быть немного смышленнее и догадаться, что от гигантского кулака, покрытого королевской волей, вооружения и Рё, стоит все же уворачиваться, а не ловить его лицом. А также этот финальный удар по Кайдо ударял 3 главы подряд, только в конце третьей он все же настиг Кайдо и отправил его в магматическую камеру. Этот момент тоже будет странно смотреться при победе над каждым злодеем, тратить по 3 главы на финальный гигантский удар кулаком. И да, сейчас я попробовал найти на ютубе отдельные видео на эту тему и действительно ничего не нашел. Не понимаю тогда, почему у меня сложилось ощущение, что теория про меч Луфи очень популярна. Но надеюсь, в этот раз у меня доходчивее получилось донести свою мысль. На этом будем прощаться, ибо мне больше нечего добавить. Если понравилось видео, подпишись на канал, это мне очень надо. Также ставь лайк этому видео, показывай видео всем, кто знает, что такое One Piece. Увидимся в следующем видео.